Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, а конкретно в городе Бургас. Хорошо ли жить в Бургасе? Я постараюсь показать и рассказать как можно больше об этом городе, и вы узнаете, подходит ли этот город для жизни, подходит ли Бургас именно вам. В номинации «Лучший город для жизни» в Болгарии Бургас побеждал 3 раза. Бургас – 4-й город по населению Болгарии. Местоположение. Бургас расположился на южном Черноморском побережье Болгарии, на берегу одноименного залива. Рядом с городом с севера и юга расположены города-курорты Поморье и Созополь. А с набережной Бургаса можно увидеть остров Святая Анастасия. В среднем по городу высота над уровнем моря около 20 метров. Климат. Климат в Бургасе характеризуется как влажный субтропический с морским и континентальным влиянием. Самый теплый месяц в Бургасе – июль, со средней температурой воздуха 22,7 градуса, средняя температура воды в море в мае – плюс 15,7 градусов. В июне уже плюс 21,6, а самая теплая вода в море в августе плюс 24,9 градусов. Транспорт. В Бургас можно добраться на любом виде транспорта. На самолете. Бургас располагает собственным аэропортом. Въезд на территорию аэропорта от 2 евро. На поезде есть железнодорожный вокзал. На автобусе. Автовокзал принимает автобусы со многих стран мира. В Бургасе хорошо развит общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Цена обычного билета по городу, купленного непосредственно в автобусе, составляет 75 центов. В городе есть еще электронные билеты, на 45 минут цена которых 60 центов. Бургас с Софией соединяет скоростная трасса, по которой можно добраться в Софию за 3,5 часа, а до Стамбула 330 километров, в который может доехать за 4,5 часа. В городе сравнительно низкие цены на такси. Город поделен на зоны парковки машин – синяя и зеленая. Цена парковки 50 центов. Оплата может осуществляться через СМС или парковочный автомат. Платная парковка работает с 11 до 20 часов. Жилье. А что же с жильем в Бургасе? Какие цены? В Бургасе строится новое жилье. Цены на аренду стартуют от 100 евро, а средняя цена в районе 200 евро в месяц. Мы нашли вот такой вариант. Хочу отметить, что это цены на долгосрочную аренду в Болгарии. Долгосрочной арендой является аренда при заключении договора аренды на 1 год. При долгосрочном расторжении ранее полугода депозит остается у хозяина квартиры. При долгосрочном расторжении договора нужно обязательно предупредить за 1 месяц до этого. Цены на квартиры стартуют от 30 тысяч евро. Такую однокомнатную квартиру можно купить за 60 тысяч евро. А вот такая двухкомнатная квартира стоит 105 тысяч евро. Хочу добавить, что в связи с войной в Украине значительно снизилось предложение на рынке недвижимости, а цены хоть и немного, но поднялись вверх. Экономика, зарплаты и уровень жизни. По самым последним данным, средняя месячная зарплата в Бургасе составляет 1343 лева без вычета налога и сборов. Для сравнения, в Софии она составляет 2290 лева, а в Варне 1514 лев. Коэффициент безработицы в Бургасе составляет 4,8%, а в Софии 3,3%. В Варне 4,1%. Преступность. Количество преступлений в 2020 году на 1000 человек в Бургасе 2,5. Для сравнения, в Софии 1,7, в Варне 2,5.
Медицина. Количество людей на одного врача в медицинских учреждениях по последним данным в Бургасе составляет 300 человек, в Софии 180 и в Варне 196. Как отмечает большинство горожан, качество медицины на приемлемом уровне. Инфраструктура. Муниципальные расходы на одного человека, проживающего в Бургасе, составляют 1021 лев, а в Софии такие расходы составляют 1020 лев. И в Варне 1062 лева. Культура и достопримечательности. Бургас не главный туристический центр страны, но его удобное расположение рядом с озерами и историческими городами приводит сюда туристов. В Бургасе есть этнографический, археологический, исторический и естественно-научный музеи, множество выставочных площадок и интересных природных достопримечательностей в окрестностях. Визитная карточка города – это улица Александровская, пешеходная зона в центре города. Прогулявшись по городу, можно составить впечатление об архитектуре города, заглянуть в небольшие сувенирные лавки, посидеть за чашкой кофе на террасе уютного ресторана. Если вы не представляете свою жизнь без магазинов, то вам стоит посетить огромный торговый центр Молл-Галерея. Мы побывали в нем. Обычный торговый центр со стандартным набором магазинов и заведений. В городе есть еще один торговый комплекс Бургас Плаза. Это несколько этажей шопинга и развлечений для всей семьи. Прогулявшись по городу, можно немного и перекусить. В Бургасе аэропорт похож на аэропорт Варни, но только есть маленькое отличие, или большое. В Бургасе здесь находится авиамузей. Музей авиации находится на территории аэропорта Бургаса и был основан в 1998 году. Представлены самолеты и вертолеты сельскохозяйственной, гражданской и военной авиации. Некоторые экспонаты имеют доступные кабины, где можно занять место пилота. Также на выставке представлены интересные предметы и обязательные авиационные аксессуары, такие как форма пилотов, парашюты, фотографии, настоящий черный ящик самолета и навигационные приборы. Морской сад. Морской сад – самый большой парк в Бургасе. Его строительство началось в начале 20 века. Летний театр является центром культурных мероприятий в летнее время. Зеленые зоны парка – это музей под открытым небом со скульптурами, результат художественных пленеров, проводившихся в городе много лет назад. Причал или мост. Споры о том, что именно представляет собой мост и как именно он должен называться, в основном ведут люди, которые не выросли в Бургасе. Для жителей Бургаса это место, где можно прикоснуться к морю и почувствовать его даже в холодные зимние дни, когда волны большие и темные. Прогулки в морском саду и на мосту являются частью повседневной жизни жителей Бургаса. У каждого есть свой способ хорошо провести время там. На набережной вдоль пляжа много маленьких ресторанчиков, аллеи. Маяк Бургас.
Общественная зона порта Бургас была открыта в 2014 году в рамках кампании по открытию города для моря. Сегодня здесь расположены административные и общественные здания, рестораны, детская площадка, места для прогулок и отдыха. Маяк является частью этой области и находится в свободном доступе. Маяк Бургаса является старейшим маяком в Болгарии. Он был запущен французской компанией. Бургасские минеральные бани. Курорт расположен в непосредственной близости от села Ветрен, район Бургаса, известен как бальнеологический центр национального значения. Минеральная вода с температурой около 41 градус. Остров Света Анастасия. Самое раннее присутствие человека на острове засвидетельствовано в IV-V веках. В период с 1945 по 1990 год остров носил название Большевик. Бургас – уникальное место для каждого любителя птиц. Это единственный регион в Болгарии, где сохранились 3 крупных водохранилища – Атанасовское озеро, Бургасское озеро, Вая и комплекс Мандре. Война, идущая в Украине, дает о себе знать по всему миру. Так мы стали свидетелями мирного шествия против войны в Украине на площади Тройката. А в здании морского вокзала находится большой объединенный центр, где оказывают помощь украинским беженцам. Также туда можете прийти, оказать помощь как волонтер. Плюсы. Отличное сочетание большого морского сада и моря рядом. В городе ровная поверхность, нет холмов, нет резких подъемов и спусков. Максимальное транспортное сообщение, максимальный выбор жилья любой ценовой категории по приемлемым ценам. Минимальные цены на такси и продукты. Море и песчаный пляж подойдут для маленьких детей. Есть достопримечательности и развлечения, как в самом городе, так и в окрестностях. Также курорт отлично подойдет для людей, которые любят культурные мероприятия, выставки, галереи, фестивали. В городе есть покрытие 5G. Главный минус города – это нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». Официальные источники утверждают, что все в пределах нормы, но не все так думают. Пляжи города не удостоены звания «Голубой флаг». Но живя в городе, можно посещать пляжи городов Поморья или Созополь. Также существует проблема дефицита парковок в самом центре города. Выводы. Общий план Бургаса очень похож на конкурирующий город Варну. Есть парк у моря, порт, морской вокзал, пешеходная улица. Но само исполнение в деталях совсем другое и другая атмосфера города.